Доброго времени суток всем. Наш канал продолжает свою работу. Нас ни врачи, никто не согнул. Мы снова с вами. На улице зима, а мы сажаем. А куда деваться? Вот куда? Столько работы нанесла домой. Отопление горит, греет, и все сохнет, и очень быстро. И надо еще проверить, все ли растения, может быть, в торфяных стаканчиках, потому что я брала их прям с садового центра многие, не с магазина. Ну, надо все равно подстраховаться, правда ж? Да. Мой муж оператор, он всегда с нами, он меня поддерживал при покупке растений, ну, себя больше поддерживал. Но не только же я молодец. Ты тоже. Вот, он много чего, конечно, я согласовываю с ним, и, естественно, я ему благодарна за помощь, за поддержку. Вот, он со мной во время операции был и после операции. Вот, теперь опять предстоит у меня операция, но я хочу все закончить, потому что приходится глаза защищать, плюс вот это вот все с пылью, ну, нельзя работать. Сейчас уже можно сегодня, но вот до этого нельзя было. И потом опять нельзя. И, то есть я не хочу тянуть время до самого, как сказать, пока оно все высохнет. Потому что я вот смотрю, вот этот сингониум начал поджелтевать. Вот это неизвестное растение тоже надо пересадить, непонятно что там, и так далее. То есть за работу, товарищ оператор. Готов? Я готов. Все, я тоже. В общем, я уже тут приготовила смесь, в которую я буду многие растения сегодня сажать. Здесь чего только нету. Я уже говорила, что я добавляю все на глаз, не меряя. Ну, больше всего разрыхлителей, конечно, и питательных веществ. И в основном тоже также добавляю вот это древесный уголь. Тоже он приносит при пересадке такие, так сказать, манипуляции, помогает переносить растениям, то есть сохраняет корни. В общем, все, что положено, то и мешаем. Вот пусть попробуют только не вырасти. Вот. Вот так мы перемешиваем. Ну вот из-за вот этого вот белого перлита мне нельзя было работать с ним, потому что у него много пыли. Я хоть и смачиваю, ну вот сегодня земля чуть-чуть влажная, поэтому я как бы более-менее управляюсь с этим. О, уже насыпала. Ну ничего, где наша не пропадала. Начнем мы, наверное, сначала... С чего начнем? А вот с маленьких начнем. То есть те растения, которые я буду сажать в грунт, минеральный грунт. Вот это грунт специально для ароидных и для всех он. То есть универсальный. Вот. Дальше. Будем пересадим вот эту хвою. Она в очень хорошей земле, поэтому я ее просто посажу в лечузу, и мы не будем с ней долго возиться. В общем, вы знаете, да, что я применяю стаканчики вот такие вот, с вот этим фитильком. Вставляем, наливаем воду, проливаем обязательно через грунт. Сначала промываем грунт, потому что он мутный идет, а потом, когда светлый пойдет, наливаем чистую водичку и ставим вместе с растением, и оно не будет нуждаться в долгом поливе. Оно просто будет пить и пить, сколько ей надо, сколько ему надо. Вот. Обычно растения я промываю корни, но эти корни хорошие, поэтому я не буду слишком на этом. Ну и как всегда, я в поисках стаканчика. Когда вот этот маленький стаканчик у меня, я, ребят, не вытаскиваю шнур. Когда большой вот этот стаканчик, вазочка, я тогда вытаскиваю. А так они, корни почти находятся. Чуть-чуть на дно сыплю минерального, ставлю растение, закрепляю пальцем и засыпаю. И по мере того, как я засыпаю, можно растение чуть-чуть приподнять, утрусить. Это минеральный грунт. Лечуза его еще по-другому называется. Очень довольна. Многие хвои я сажаю в лечузу. Я вам рассказывала, что мы с мужем везде ездим. У нас практически редко дома мы бываем.
Зимой, да. А вот летом, осенью нас не застать. И вот так вот посадила. Это называется хоя карноза. Но купила ее из-за белого листа. Продолжаем нашу пересадку. То же самое пойдет в лечузу. Я не знаю, что это за... Тут написано грюнфланце и все. Ну, это у нас Зеленое ферн. насаждение. Фарн. Папоротник. Вот. Сейчас мы его тоже чуть-чуть распотрошим, чтобы корешки. И тоже посажу его в лечузу. Потому что вот они маленькие, большие еще ладно, можно там понять, что ему поливать, что не поливать. А вот с такими маленькими он находится в торфяном. Не в торфяном стаканчике, а в торфе. Поэтому мы его сейчас так и оставим, корешки. Посыпем в лечузу, и все будет нормально. Делать мы будем быстро. Я не знаю, правда, как быстро мы будем делать. Вот такие у нас, ребята, опять дела наступили. Вот. Постараюсь все пересадить и буду спокойно жить. Ну, это я так думаю, конечно. На самом деле неизвестно. Хочу все дела закончить, такие более острые, а потом будем по мере поступления проблем решать. Вот такие вот посадочки. Вот. И буду наблюдать за ростом новых корней. Если не будет появляться новые корни, будем опять думать, что им надо. Вот. Ну, он так уже начал тоже подсыхать, я смотрю, кончики его начали подсыхать. Вот такой вот у нас папоротник. Вот такая у нас хоечка красивая. Далее. Вот такая у нас красавица. Я вам показывала в прошлом видео. Кто не видел, посмотрите по хвостушке. Это я купила за 7,95. Алаказия азании. Вот. Вот, ее уже надо было пересаживать. То есть она уже немножко... Я ее сильно не буду также тормошить. Все-таки зима. Они сейчас в спячке. Хотя вот такие ж маленькие продают, значит, их можно тормошить. Я так понимаю. Вот хочу ее посадить в лечузу. Мне один подписчик посоветовал посадить сингониум в лечузу. Посадила великолепно. Я так ему благодарна, что он мне это посоветовал. Вот так корни, гляньте, как хорошо у нее. И маленький-маленький уже этот клубенек. Я извиняюсь, из-за лекарства меня сушит. Вот. Видите? Маленький клубенечек. Ну, будем ждать детей. Тебе нужно детей? А? Я вот в такую посажу. Я знаю, что я в прошлый раз критиковала эти горшки. Они плохо вытаскиваются. Мой муж, некогда ему было. У меня дочка наша переезжает, и мой муж постоянно там. Поэтому я его не загружала. Вот в такой стаканчик я ее пересажу. Я же говорил, вазелином надо смазать. То же самое пойдет в лечузу, но я чуть-чуть шнур вытащу. Потому что он глубокенький, а корни вот совсем сильно вытащила. Ага. Вытащи его теперь. Все, другой надо. Ой, не будет с меня делу. Вот этот я посажу. Судя по корневой, нормально. Нормально будет. А это мы потом заставим. Вот так чуть-чуть прокручиваем, чтобы корни более-менее определились. Свободно стали. Все равно их видно через вот этот пластиковый горшок. И через лечузу будет видно. Ну, а новые, когда появляются, они такие светленькие, красивенькие. Вот.
Это у нас часы бьют, ребята. У нас то 5. 5. Да. У нас то церковь бьет, то часы. Вот так посажу, потом понаблюдаем. Все равно корневая маленькая, что ее в большой горшок пихать было. Дальше. Вот такой у меня еще такая лялечка. Пойдет вот этот маленький. У меня маленьких нету, больше вот такие только. Ну, я сразу, чтобы не пересаживать. Это тоже лепимиум. Ну, посмотрите предыдущее видео. Я, ребят, показывала все мои покупки. Кроме вот этот сингониум раньше я купила. Все, вот эти я недавно купила в садовом центре, Швейцарии. Ой, он весь в корнях. Вот бедный. Он уже выходил гулять. И он в торфяном стаканчике. Вот так. Надо вот так его вычищать. Потому что он, если поливать, он сгниет, ребят. Ему нужен воздух, кислород и все прочее. Вот, почистила. Ну, я его посажу в обыкновенный грунт. То есть не обыкновенный, универсальный, с разными дополнителями, разрыхлителями. Вот. То есть он не будет как бы страдать. Да что ж такое тут попалось? Вот так. Надо чуть-чуть, наверное, керамзита посыпать, чтобы ему легче было. Чуть-чуть земли. И чуть-чуть вот так вот мы его поставим. И он будет свободен. Я знаю, что этот горшочек большеват для него. Ну, нету других, ребят, нету. Пересаживать, вы видите, его надо было. Вот если бы я его поливала, я его просто бы залила. Мне всегда кажется, что все растения как любят пить. А оказывается, не все любят пить. Ну, за этот я спрашивала у продавца. Она сказала, это обыкновенный грунт. Типа, много не думайте. Какой пойдет, такой обыкновенный. Вот я его обыкновенный грунт. То есть на низ керамзит и обыкновенный универсальный грунт. То есть тут и кокосовый торф немножко, и такой торф добавила, и универсальный грунт, и жженый кирпич, и вермикулит. Ну, в общем, перлит вот этот белый. В общем, все, что надо, то я добавила. И он пойдет. Вот такой оранжевый горшочек у меня. Красиво? Очень. Вот. Шеф, вы тоже туда подвигайте, а то у меня уже места нету ставить. Хорошо. Так. Вот такой сингониум, ребят. Он сразу пойдет без слов в лечузу. Вот такой вот красавец. Розовенький. Тут все пишут зеленые растения. Вот так. Сильно не умудряются названиями. Тут тоже, что ли? А нет, тут все хорошо. Тут без торфяного стаканчика. Это мы приобрели в садовом центре Швейцарии. В предыдущем видео я показывала все покупки наши, приобретения. Вот. Он залитый, но держится. Вроде не гнилой. Мокрая земля прямо аж. Ну, вроде нормальный. Так, пойдем, дорогой, на посадку. Как всегда. Вот. И он мне пойдет в лечузу. Сегодня я не птица, говорун. Я сегодня молчаливая. Уже у нас вечер, 5 часов вечера. День уже прошел, уже усталость какая-то чувствуется. Ну ничего, живем.
Все, вот готово. Все те же самые манипуляции я проведу, как и со всеми растениями. То есть промою, полью его, поставлю, и он будет в воде сам себя поливать. Вот такой я ленивый садовод, цветовод. Ну что, к чему у нас тут сегодня рука? Это пока мы оставим напоследок. Вот такой у меня стоит непонятно что. Это сингониум, по-моему. Бирдсай. Птица сказала. Сай, по-моему, по-английски сказать. Вот. Я хочу посмотреть, что все-таки в нем, потому что он начал сушить листья. И мне это уже очень не нравится. Вот. Очень много уже сухих листьев. Хотя он должен быть на полив, но я его поставлю на такой полив. Наверное, все-таки на лечузу поставлю его. Ну все, давай, дорогой, выходи. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а он вообще в горшке был без дырочек даже. Да его заливай не хочу. То есть никакого дренажа, ничего. И мягкий-мягкий торф. Ну, правильно, я его бы пересушила или перезалила бы. В каком-то навозе он находится. Я специально уже купила палочки, чтобы его поставить. Штанги эти кокосовые. Ну, прости меня, ну, прости. Ну, надо. Ну, очень надо тебя пересадить. Потому что ты в транспортировочном грунте находишься. Корни огромные уже его. Глянь, посмотри. Посмотри, сколько корней. Они бы уже вылезли, и не пойми, что бы было. Много отходов от корней, ребят, да. Видно, его и засушивали, и переливали, потом опять засушивали. То есть еще б я засушила пару раз, и все. И устроили. Хорошо, тут кладбище рядом у нас, деревенское. Вот. Можно рассказать немного о себе. Ребята, мы находимся в Швейцарии уже. Многие просили рассказать немного о себе. Мы в Швейцарии находимся сколько лет? С 2005 года, да? 2002, да что ж такое? 22 года. У нас швейцарское гражданство. Вот. Есть квартира своя уже, ну, в ипотеке. Вот. У нас есть дочь, взрослая дочь. Живет сейчас недалеко от нас, прям через 2 дома, через дом даже. Работает уже дочка. Глянь, сколько корней отхода. Видишь, ему пришлось бы это. Вот, мы живем в небольшом селе. Ну, как тут село? Тут не село, а 700 жителей где-то вот так. Потому что тут нету такого село-село. Тут село плавно переходит в город, или город переходит в село. Не поймешь, что, то ли пригород. Вот, очень маленькое село, ну, я его называю деревней. И мы находимся тут уже сколько лет? Там много в этом деревне живем. 16 лет мы в этой квартире живем, да? Да. Вот. Мы женаты уже больше. Будет 45 лет в этом году. Сами мы жили в Ставропольском крае, город Буденновск. До этого, до отъезда, до эмиграции. Красивый, замечательный город Буденновск. Многострадальный. Вот. Зацепилась за что-то. Работала, муж работал у нас на ломании зданий, как это называют по-русски? Ну, на сломании здания. Демонтаж. Демонтаж, вот, на демонтаже здания. У меня был в конце, перед пенсией, уже где-то года 3 назад, свой салон был, маникюрно-педикюрный салон. И работали, все устраивало нас.
И просто когда произошла вот эта история с ковидом, убавилось посетителей у нас, я ушла на раннюю пенсию. Тут можно так на год раньше уходить, ну просто пенсия будет меньше. Вот. Продали все оборудование, продали. Жалко, конечно, я свою работу очень любила. Вот любила и все. Хорошие у меня были клиенты. Швейцарцы, они, конечно, они не такие как бы придирчивые. Вот. Не то, что я плохо свою работу делала, а просто швейцарцы умеют быть благодарными, будем так говорить. Вот. Водила какие-то новшества, изучала. У меня диплом на фузпфлеге называется. Я бы могла работать с подологом, если бы надо было еще один диплом защитить. Тогда бы я работала уже вместе с подологом, как ассистент. Ну, мы до этого не дошли, не хотели, потому что любая стоит денег. Любая профессия, любая сдача экзамена. Ну, мы так думали, что перед пенсией уже что его дергаться. Так же ведь, Игорь? Ну, конечно. Ну, у мужа много профессий. И он тоже ушел на пенсию. Ну, не на раннюю, а страховую какую-то там пенсию. Не знаю как. Ну, пенсии у нас маленькие очень, потому что мы не заработали их. Это я для всех, кто интересовался, как мы тут живем. Ничего мы не скрываем, мы люди открытые. Вот. Все равно, что скрывать. Мы же вам открыли дверь в наш дом. Скоро покажем вам зеленую комнату, она там находится. У нас пятикомнатная квартира, места пока хватает. Хотя я там пристанываю, что места нету. Но это меня муж научил. Он говорит, куда столько цветов и так места нету. Ну, я так для виду как бы понимаю, делаю вид, что понимаю. О, не будет стоять тут это. Маленький горшочек, ладно. Да. Давай, знаешь, что? Давай без него пока оставь. Ты проволочку мне сюда сделай. Ладно, сделаем. Все. Вот так. Мы живем, ребята. Ставьте, товарищ оператор. Как вам там красиво. Не, вот так. Но я его все равно буду поливать. Вот. Это оставим на потом. У меня тяжелые вещи на потом оставляю. Так что 2 проволочки делать уже. 2, 3. Еще там же стоит, да. Ого. Ну, а как ты хотел? А сюда веревочку-то мы не сделали. Давай прервемся. Мы снова вернулись. Была небольшая пауза. Ну что, продолжим. Значит, сейчас у меня на пересадке хоя вот такая вот неизвестная карноза. За 18,50 я ее купила. Но я хочу ее... Тут 4 цветка, по-моему, это 4 растения, и я хочу их разбавить. Не хочу много. Вот. Посажу также в лечузу и забудем про нее надолго. Хорошо в лечузе хоя растет, прям хорошо. Ну и тут земля неплохая была, кстати. Вот прям неплохая. Ну что, вернемся к нам. Вот эта зеленая комната, многие спрашивали, почему вы ее не показываете. Ребят, сейчас я, правда, вы все знаете, то есть сейчас на больничном, так сказать. И там столько растений, очень много. Их надо все пересмотреть. У меня сил просто нету. И все равно мы вам покажем. Потому что и поступают новые растения. И вот вы видите, вот у меня полочки с растениями. И в комнате, и в бюро растения, и постирочное растение. Я просто не в состоянии сейчас все собрать. Потому что, ну, правда, я себя неважно чувствую иногда. Вот. Ну, слабость еще какая-то такая. Все-таки операция была с наркозом. Вот. Еще вот предстоит 18-го. У меня силы есть. Ну вот надо беречь себя сейчас пока мест. Пока. Не пока место, пока. То исправят опять.
Пишите комментарии, исправляйте, я буду рада. Я всем отвечаю. Вот. В общем, тут 4 растения, но я посажу большие растения 3 и 2 маленьких в одну. И все пойдет в лечузу. Вот в такие стаканчики, как я уже показывала. Чуть-чуть на дно минеральный грунт, лечуза его называют. Вот. Мы еще не испробовали ту лечузу, которую мы купили здесь, в Швейцарии. Какая-то она такая интересная, черная называется. Ну, посмотрим. Еще стоит она у нас. Весны, наверное, ждет. Не знаю. А ну ж, когда идешь в магазин, раз, и что-то попалось тебе интересное. И не устоишь ведь. Трудно устоять. А растения зимой, я понимаю, что пересаживать нельзя. Ну, так получилось. У меня все так получается. Первая пошла, готова. Вот у меня так получается. Чуть-чуть сюда. Большую сюда. Она чуть-чуть у нее отсох уже усик. Будем наблюдать. Ничего страшного. Действительно, вот это вот минеральный грунт, он, конечно, да, он хороший в том, что от него нету грязи, пыли особой нету. И удобно. Потом промыл. Ну, одно неудобство, что надо добавлять в него удобрения. Все равно, потому что это же камни, считай. И она написано, что вот долго сохраняет влагу. Ну, как сохраняет, если она на фитиле? Хоть так или иначе она влажная. Вот. Вот еще одна хоечка пошла. Надо подсыпать. Вот. Еще одна у нас пошла. Дальше. Вот эту хою я решила не трогать, не знаю. Пока думаю. Вот это красивое растение я посажу в обыкновенный грунт. Ой, она такая интересная. Глянь. И эти еще новые, она, видно, росток пустила. И вот будет новый росток. И вот, глянь. Сейчас я чуть-чуть землю струшу возле нее и пересажу в больший горшочек. И ей будет... Просто меньше у меня нету. Не заготовилась. Я видела в том садовом центре эти. Ну, все вот такие маленькие последние, чтобы... Так, чуть-чуть керамзитки. Чуть-чуть земли. Чуть-чуть вот такое для кактусов. И еще раз землички чуть-чуть. Вот. И будем так вот сажать его. И пусть он растет себе и радуется. И меня радует. А как называется, не помнишь? А я говорила в предыдущем видео. А, Это у меня новое растение, но оно не сгинается. Я посмотрела в этом гугле. Оно цветет таким красным, как астрочка. Ну, растет до 30 сантиметров. Ну, это вот так. Больше не растет. Ну, не любит переувлажнения, ну, как и все. И любит свет. Вот сегодня он пойдет под цвет. Я его полью, и он пойдет под цвет. Я чуть-чуть так с краю утрамбую. Вот такой вот. И горшочек ему уже пригодился, который я купила. Вот. Ну, новая квартирка. Ой, даже страшно начинать. Что-то мне. Опа. Полет прошел нормально. Это надо выкинуть. Вот думаю, пересаживать или нет. Она так хорошо растет. Корней нету. Дырочки есть. мы не пересаживали, повесим его там. Ну, наверное, не буду пересаживать.
Давай его вот туда поставим. Потом посмотрим, если начнет вредничать, я быстро его в лечузу отправлю. Вот приступим к вот этому тогда утяжеленному растению. Мне надо сюда другое. Керамзит будет. Так я и не узнала, что это за растение. Во всех справочниках писала. Посажено странно как-то. Не пойми, что. Посмотри. Ой. А что это за горшок такой? Вот Она- так скажи. Не поняла. Непонятно. Вот почему я не люблю в керамзит сыпать вот сильно растения. Потому что вот они, корни, цепляются к керамзиту. Что это такое, я не поняла. Какой-то новый вид горшка. Разрежь его. А как я его разрежу? Я А попробую. вытащишь как? Да никак. Ну, резать надо. Задача номер 1. Сейчас попробую вытащить. Что-то тянется. Да. Какое-то новшество. Они вот это сажают, потом сюда в керамзит, и сюда потом ставят, и он там подпитывается. Ну, разрезать что-то не хочу. Может быть, я применила этот куда-то горшочек. Залитые, залитые. Но корни хорошие. Не гнилые, нет, и гнилые. Ничего не поняла. Что за растение я купила? Ну что, вот так мы его сделаем. Которые гнилые, они сами отойдут. О, чуть-чуть. С ущербом. Вот такое вот растение. Их тут 3. Не пойми что. 4. Да. Поэтому листья разные, может. Посмотри. Да 4 нет. ты сказала. 4, но я буду рассаживать его. Прервемся, ребят, мы сейчас горшки приготовим. Я не думаю. Так, возвращаемся к нашим баранам. Значит, я решила, что это, по всей видимости, какая-то сорт хвои. Это совсем другое. И это 2 одинаковых и 2 других. Это похоже на хвою, а это не пойми что. Ну, в общем, я решила по 3 стаканам сделать, по 3 вазам. И подумать потом. Это мы сюда сейчас хвою посадим. На дно сыпем. Чуть-чуть фитиль убираем, поднимаем. Все подняла. Чтобы влажно было. И ставим сюда вот эту хоечку. Я знаю, что размеры горшка должны быть чуть-чуть больше, но у меня других нету. Вот так. Все равно она на вырост. Насыпалась чуть-чуть. Надо будет... Ну ладно, посмотрим. Готово. Потом, когда буду промывать, я все налажу по новой. Значит, такой вот сейчас мы возьмем горшочек маленький. Самый маленький, что у меня есть. Что-то мы шнуры длинные нарезали, фитили. Не будет он мешаться, да. Вот такой вот. Посадим это растение. Почему я отдельно сажаю, ребят? Потому что некоторые цветы я излишки продаю. Потому что я-то еще и трачусь на это бесплатно. Здесь даже муха не летает в Швейцарии. Вот. И я восполняю как-то часть затрат этим. Сейчас зимой, конечно, продажи резко упали, потому что пересылка.
Ну, не очень идет. Вот, продаю на местном сайте. Рикардо называется, кому интересно. Сейчас у меня в продаже нет пока ни одного цветка. Я к весне уже буду, те подрастут, что-то погибнет, что-то выдержит. И тогда здоровые растения продавать. А зачем продавать больные растения, правильно же? Вот. Готов. Тоже проволочку надо будет. Хоть небольшую, но надо. Что у меня тут наставлено? Дальше мы идем, ребята. Скоро мы к алаказии приблизимся. Вот этот я уже говорила. Растение называется стендаптус. А какой, так мы и не поняли. 1845. Красавец. Но мы его сможем, сделаем на этот, а потом, значит, весной обрежем. Сейчас не буду обрезать, потому что растение будет и так в пересадке, в стрессе. Сейчас я вот это уберу. Поэтому... Тоже дубу из проволочки сделаю. Ну да, да. Ой, оно зацепилось. Оно уже корни, глянь. Да уже Видно, да? тесно ему там. Посмотрите, какие корни. Уже куда ему? Дальше. И он залитый. Мокрый. Я практически ничего не поливала. Я так сегодня один цветок свой полила. Что-то так с утра лень было. А к вечеру появилась энергия. Как всегда у меня ночью. Я вообще по природе сова. Вечером у меня все дела делаются. Муж жаворонок, а я сова. Вот. И тут придется все ставить. Потому что я хотела на вот эту палочку поставить, на вот эту. Но оно, глянь, эти горшки не выдержат, эти палки, да? Конечно, надо было. Вот. Раз растение. 2, 3, 4, 5. 5 растений. Значит, я вот этот посажу отдельно, этот отдельно. Посажу я, наверное, этот стендаптус лечозу, потому что он любит пить. И мне проще так с ним управляться. Вот чуть-чуть шнур вытащила. Ой, длинный. Не буду резать. Когда уже на балконе будет тепло, возьму свои хирургические ножницы, как начну все кромсать. У меня вон еще стоят, надо тоже пересаживать. Сегодня посмотрела, они не растут. Те, которые я уже посадила, пересадила давно в землю, уже такие корни пустили. А этот в воде стоит себе. Что-то не пойми, что. Сажаю это растение немножко к краю, чтобы было удобно вот эту проволоку натягивать. Вот. Смотрите, как я его сделала. Ой. Вот, он пойдет на опору или на эту штангу, потому что... И вот сейчас вылез все. Надо же. Не надо было тянуть. Сейчас я его чуть-чуть отсыплю, а потом подосыплю. Ну, бывает такое, ребят. Потянула нечаянно, он весь вышел. Потому что он же не политое, сухое. И по лечузе он быстренько выскальзывает. Ой, насыпала на стол. Делаю все как без прикрас. Как говорится, не на публику. Как дома получается, так и делаю. Вот так. Пожалуйста, вот это вот готово. Плохо, что я не смогу его контролировать. И вот это в розовый пойдет вот эта вот оставшаяся часть. У меня...
Эту землю можно дважды, я вам говорила, а то и трижды применять. Растение там или погибло, или выкинули. Землю можно эту промыть и по новой использовать. Единственное, что я говорю, что она поглощает очень... Ей нужно просто, необходимо удобрять эту землю, чтобы для растения было питание. Вот так. Сейчас я еще тут досыплю. Закроем. Я после полива еще, ребят, подсыпаю землю, потому что она бывает, когда польешь, она земля утрамбовалась и все, и осела. Вот такой вот. Ну и последнее, что у нас 2 цветка осталось. Вот. Сейчас мы прервемся, я тут немножко уберу и продолжим. Так, сейчас у нас вот это вот алаказия, платина пойдет в лечузу. Мы ее быстренько сейчас распотрошим. Она также в торфе. Такой похожий, что кокосовый субстрат. И, как всегда, я, по-моему, нашла торфяной стаканчик. Да? Вот это вот, ребят, надо обязательно... Покажи, Игорь. Вот это надо, ребята, обязательно убирать. Да, потому что корни будут гнить. Потому что они вот сбоку наросли, а сердцевина может гнить. Я уже много раз на этом прокололась. И вот лучше вот так сделать, и никаких потом головных болей не будет. А еще, по-моему, тут какой-то... Надо все хорошо чистить. И клубенек у нее растет. О, даже тут вон она еще сверху. Вот они. Показывай ближе, Игорь. Не стесняйся. Это ж моя работа. Вот такие корешки. Это хобби, Валя. Ну, хобби и работа. Вот они идут. Видите, сколько много я уже убрала. Вот они. Вот в таких мешочках. Это очень опасно для растения. Хорошо, что я его сегодня вскрыла. Не зря я волновалась, поэтому не ругайте меня, что я зимой пересаживаю. Видите, какая ситуация создается. Если вот этот торфяной мешочек, не заметит стаканчик, оно чахло, не росло. У меня такие случаи уже были. Сажаю в лечузу. Потом посмотрю, потому что, говорят, не все алаказии переносят лечузу. Если она начнет чахнуть, земля у меня рядом, руки рядом, и я ее быстренько пересажу. Все, я ее вот так вот закрутила, корни. Показывай ближе, а то люди просят, чтобы ближе показывал. Вот, корни я так немножко закрутила и сажаем. Дальше засыпаю минеральным грунтом. Поставлю на первое время еще палочкой, укреплю, потому что горшки-то не глубокие. Вот. И все. Еще чуть-чуть подсыпать надо. Неудобно мне вот так. У нас столы эти высокие. Я сама-то не маленького роста. Окажусь, как гном из-за стола выглядываю. Это у нас барный стол. Вот такая красота у нас получилась. Видите? И теперь приступим к реанимации растений моего зятя. Ну, это уже, конечно. Я не знаю, что делать, ребят. Я растерялась. Кто знает, советуйте. А? Ой, ой. Ну, они 2 садовника, как бы говорят, такие же, как и я. Ну, еще долго сохранилось у них. О, вот растение. А внизу что-то прищеплено. А что, не знаю. Ну, посмотрим. У
у него это растение стояло возле компьютера в бюро. Ну, они когда уезжали в отпуск, я поливала. Первый раз глянула, второй раз глянула. Ну, не хочется ж вмешиваться, напрашиваться. Что это такое? Не знаю. Может, ключ от сейфа? Слушай, где деньги лежат? Не, у нас зять хороший парень, спокойный, вот, хозяйственный, умный, швейцарец. Вот. У нас дочь, когда говорит уже на русском, она с таким напряжением говорит, потому что она целыми днями на английском, на швейцарском, на немецком. Ну, тут приходится на русский переходить, ей сложновато. Она как бы заикается. Как и мы, бывает. Если я, бывает, говорю, слушай, это я отрежу это. Ну, как заикаешься, как бы. Или слово теряешь. Это как-то по-другому называется. Я не знаю. Надо сфотографировать и послать. Сказать зятю, что... Ну, вот так. Что, сажаем опять его в керамзит. Горшочек просто новый поставлю. Этот заменю, помою. А в горшочек поставлю и на палочку пока поставим. Ну, скривлилась. Что делать? Хозяин, скажи. Куда? Я вообще никогда с шифлерами не имела дела. Вообще. Сажать тут. Как корейцы, знаешь? А как? Спрашивают, что сажаете тут? Лук сосаем. Вот это вот пойдет же, да? Ну, такой же. Ну-ка. Ну, да. В лечузу посадить. Валя, ну ты же специалист. Какой я там специалист? Садовода нашел. На дно насыпь, потом наверх. О, давай я, наверное, керамзит на дно, а сверху лечузы. Хоть бы теперь вместилась, то я от души насыпала. Показывай, как я впихиваю невпихуемое. Как это? Так, что ли? Себе бы я раз и бы сделала. А тут же зять. Уважать надо. Ценить и любить. Палочку придется ставить, она падает. Все. Так я его поставлю, пускай стоит. И на этом, мои дорогие подписчики и не подписчики, мы прощаемся с вами. Работать я сейчас еще продолжу. Вот. Рада, что я смогла вам немножко видео опять сделать. И до новых встреч. Желаю всем крепкого здоровья. Подписывайтесь к нам, продвигайте, пожалуйста, наши каналы, пишите комментарии. Я охотно отвечаю, вы видите, я каждому отвечаю по возможности. Поэтому до новых встреч.